Привет, ребята! Это русский как иностранный. И сегодня у нас, наконец, подкаст после долгого перерыва. Какая тема сегодня нашего подкаста? Конечно же, школа, воспоминания о школе. Почему? Потому что 1 сентября– очень важный день в России. 1 сентября, когда школьники, студенты идут в университеты, в школу, в колледжи, в техникумы. Соответственно, мы вспоминаем все, что это было за время, какие любимые предметы были, что вы хотите вспомнить или что вы вспоминаете о школе, если у вас ностальгия. Итак, сегодняшняя тема– это воспоминания о школьных годах. Уровень слушателей этого подкаста B2 и выше. Также на моем YouTube-канале вы можете найти текст 1 сентября для уровня А2. Ну что, настроились, ставьте лайк этому видео, слушайте его также на платформах подкаста, которые есть в описании, обязательно на Spotify. Давайте вспомним, какого цвета была ваша школьная форма и носили ли вы ее. Я носила школьную форму 1 год в 1 классе, потом ее отменили. Все дети Советского Союза носили ужасную форму коричневого цвета. Классно было, если у вас были манжеты и воротнички разного цвета, белые или, например, голубые, можно было их менять. Но это был ужас, потому что коричневый цвет формы был таким некрасивым. Потом появилась уже некоторая свобода, мы носили то, что хотели. Я помню, как в 1 классе меня выгнали из школы, потому что я пришла в розовом костюмчике, и это было не разрешено, это было запрещено, поэтому я помню, что мое платье, школьная форма была в стирке, и у меня был красивый костюм розовый. Конечно, я хотела его надеть и прийти в школу, что я и сделала. Это вот такие строгие были правила. Потом уже, когда мы учились в старшей школе, нам рекомендовали носить школьную форму, просто юбка, пиджак, что-то очень формальное. Вот такие наши воспоминания. Всегда идет спор, хорошо ли носить форму или плохо. Если всех делать одинаковыми, это, конечно, хорошо, но также могу сказать, что школьники должны самовыражаться. Это моя позиция, потому что это самый интересный период жизни, когда вы можете наряжаться во что-то. А в школе мы проводим 10-11 лет, конечно, это очень большой период. Ну ладно, заговорились уже о школьной форме, давайте пойдем дальше. Какой был самый противный предмет в школе? На мой вкус, конечно, я не любила математику, поэтому я могу сказать, что геометрия после 9 класса для меня была катастрофой. Но также в нашем случае исчезли такие предметы, как черчение. У нас не было астрономии. Может быть, я бы не любила какой-то предмет особенно, но его не было. Поэтому самые сложные были предметы– физика, геометрия, алгебра в моем случае. Самый любимый предмет был литература. Что мы ели? Самые вкусные еда в столовой. Самая вкусная еда в столовой была, конечно, пирожные, а самые невкусные– это ланчи, которые никогда не были вкусными, особенно эти
котлеты, это рыба. О, боже мой, нет, спасибо. Или эти пиццы, которые были абсолютно невкусные. Скажем так, питание в школе, в которой я училась, никогда не было хорошим. То есть сказать, что вас вкусно кормили, нет, абсолютно нет. Мы всегда ели, учились до обеда, до 2 часов, соответственно, на обед мы ходили уже домой. Во что играли на переменках, давайте вспомним. Мы бегали, скажем так, мы носились по школе. Носиться – это значит очень быстро бегать. Очень. То есть были дежурные учителя, которые следили за поведением учеников. Ам, Что было важным в школе, это, конечно же, если у тебя был классный рюкзак, пенал, крутые ручки, то ты звезда. Такие вот у нас были основные моменты, знаки отличия, потому что телефонов в то время не было. Они появились, когда мы учились уже в 11-10 классе. Так, давайте глобально поговорим о российской школе. Россия большая страна, и, как выяснилось, не все начинали учиться в 9 утра. В одном чате или в одном ролике, или люди обсуждали, а во сколько вы начинали учиться, а во сколько вы заканчивали учиться? И я могу точно сказать, что мы начинали учиться в 9 утра, но не факт, что в других школах в России дети начинали в 9 утра и заканчивали, например, в 2. Почему? Потому что разные часовые пояса, и солнце где-то, например, на севере 6 месяцев его нет, 6 месяцев оно есть. Соответственно, я думаю, что начало уроков связано с погодными условиями, да, с режимом дня и света и темноты. Поэтому мы начинали в 9. Было еще такое понятие, как нулевой урок. Он начинался в 8 часов 10 минут. В 8:50 он заканчивался. Далее перерыв и первый урок в 9 утра. В школу в России дети идут в 7 лет, можно в 6, но не позднее 8 лет, конечно. То есть это 6 лет или полные, то есть 7 лет. Обязательное обучение, конечно же, в школе. Ходить в школу обязательно, но есть режим домашнего обучения или дистанционное обучение. Или можно обучаться в коммерческой школе, в частной школе и ходить на экзамены, на аттестацию в публичную, в государственную школу. Значение первого учителя, мне кажется, очень важно сказать, что первый учитель – это самый важный человек. Как он относится к детям, как учительница учит, дает ли она этот импульс, желание учиться. Раньше было немного классов, и был отбор первый класс А, Б, В. Мне казалось, что, например, нас выбрали так: очень хорошие умные дети, Б похуже, и В совсем ужасные. Но это не так. Были зависит от количества детей в школе. Было такое падение, когда не было учеников, соответственно, были классы А и Б. В 2000-х уже было очень много школьников, и были и А, и Б, и В, и Г, и Д, и Э-классы. Да, то есть первых классов было не один, не два, а 4 и больше. Поэтому, мне кажется, самое важное – это первый учитель. Всегда хотят, чтобы был самый лучший учитель. Родители выбирают, спрашивают, какая учительница хорошая в первых классах, начальных классах. Начальные классы у нас только один педагог. Она ведет все предметы, за исключением физической культуры, физкультуры или физры, как мы называем, или специальных предметов, как музыка и
Может быть, еще какие-то предметы, за исключением, но основные предметы — математика, чтение, письмо, русский, труд — это все один педагог. Конечно же, у нас очень популярны были и сейчас занятия после школы. Это все бесплатно. Это большой плюс. Можно заниматься музыкой, можно заниматься танцами, какими-то ручными работами, изучать историю, ам, ходить на шахматы, играть на гитаре, на спортивные занятия. То есть школьная жизнь довольно обширная, богатая, разная, и это здорово, это классно. Поэтому было еще понятие продленки, когда, например, дома никого нет, вы могли остаться в школе, делать домашнее задание, приходить в класс, делать домашнее задание, общаться со своими одноклассниками, либо идти домой. А, Раньше можно было свободно уходить из школы, в младших классах, а сейчас, конечно, детей в младших классах встречают бабушки, дедушки, тети, дяди, няни, кто может. Даже если кто-то другой хочет забрать ребенка, необходимо разрешение. Все довольно строго. Так, давайте вспомним, был ли у вас любимый учитель или ненавистный учитель, который прям запомнился вам? Мои воспоминания, что у нас были, конечно, крутые, классные, интересные учителя. Надо еще сказать, что школа может быть слабая или сильная, и тут многие родители хитрят, они ищут хорошую школу, а, выбирают ее, находят пути, как туда поступить, например, арендуют квартиру рядом, заключают договор. Это все связано с тем, что школу можно идти только по месту жительства. По месту жительства значит место, где вы живете, где у вас есть подтверждение, бумага, говорит, которая говорит, что вы здесь живете. Поэтому выбор школы очень важен. Выбирают сильную школу или в зависимости, какой ребенок. Умный, или талантливый или средний. Дальше про учителей. Конечно, были учителя, которых мы помним, они такие наставники на всю жизнь. У меня, например, были учителя, к которым мы ходили в гости, но это было очень редко. Это такой уровень доверия и учителя, и отношений между учителями и детьми. Это было редко. Мы ходили в гости на чаепитие, группой студентов или, а, да, несколько раз, мне кажется. То есть ты помнишь этих педагогов очень хорошо. Но это было редко, конечно. Можно смотреть советские фильмы об учителях, где класс ходил в гости к классной руководительнице. Да? Учитель, который ведет класс, называется классный руководитель. Это довольно тяжелая работа, потому что нужно общаться с детьми, следить за конфликтами в классе. Было дело, когда наш учитель отказался от нас, потому что мальчики, скажем, современным языком устраивали буллинг другому ребенку. Буллинг в школе всегда существует. Я не знаю, как сейчас борются с ним, но такие тихие, спокойные дети всегда подвергаются буллингу со стороны других. Это, конечно, все плохо, но это часть школьной жизни, часть вообще социального общества. Но классный руководитель должен этим заниматься тоже. Иногда они отказывались, и нам меняли преподавателя на другого. Соответственно, были учителя, конечно, которые не любят тебя почему-то, и ты не знаешь почему. Например, я точно знаю, меня не любила преподавательница по алгебре, хотя я ходила к ней на дополнительные занятия, или учительница по испанскому. Выбирают, да, не
потому что ты плохой или хороший. Ты нормальный, но учителя выбирают своих любимых и нелюбимых студентов, учеников. Это тоже правда. Есть это даже не зависит от ребенка. Придет другой учитель, будет его любить. Но вот учительница алгебры, я помню, она меня не любила, все время спрашивала, хотя я очень старалась учить алгебру и понять ее. Но вот не любила она меня. Что делать? Такое бывает. Чего боялся весь класс? У нас весь класс боялся учителя и директора по истории. Она была директором школы и вела историю в 9 классе. Мы не учили никакой другой предмет, кроме истории в 9 классе. Это было каторгой. Сказать, что мы выучили историю за 9 класс, я не могу, но мы испытывали целый год очень, очень серьезный стресс. А, Поэтому у нее была еще коронная фраза, но это чисто историческая фраза, когда она говорила, что людей в истории нет, есть народ. То есть люди на блюде, а в истории только народ. Мы так боялись ее, что мы готовились к уроку на других уроках. То есть мы повторяли, бесконечно зубрили. Зубрили – это когда ты много-много раз повторяешь что-то. Привычки у нее никакой не было, она нас заставляла сдавать опять и опять предмет. Это был ад. Сказать, что я помню историю за 9 класс – нет, потому что это было не по любви, это было из-за страха. Мы учили историю из-за страха. Вот и все. Ой, как мы хулиганили на уроках, давайте расскажу вам. Знаете, мы плевались в трубочки, да, вот так вот. Иногда некоторые студенты или ученики так себя плохо вели, что их выгоняли из школы за действия, например, связанные, если, например, другой ребенок пострадал, получил травму. Такой случай был, когда у нас учеников выгнали из школы за очень плохое поведение, связанное с тем, что другие дети страдали физически от них, поэтому их выгнали. Эм, Изменилось ли мое отношение к учителям, когда я смотрю сейчас на свое прошлое? Я думаю, что у нас были слабые учителя и сильные учителя. Вообще, мне кажется, учеба в школе была очень простая. Может быть, это связано со школой или нет, но сейчас многие школы учат или дают еще больше информации, другой, она сложнее. Поэтому мне кажется, что мы учили, было легко и просто, но все равно было очень много времени мы тратили на учебу, очень много. Но учить все предметы на отлично невозможно. Мне очень понравилась фраза одной нашей учительницы, которая говорила: вы должны быть супер в одном предмете, не надо быть супер во всех предметах. Что еще? Конечно же, время в школе – это друзья. Эти друзья остаются с вами навсегда, как и учителя. Я знаю, что многие встречаются с учителями после окончания или со своими одноклассниками. В моем случае я тоже дружу с одноклассниками уже всю свою жизнь. Я думаю, это отношение надолго, до конца. Многие так не любят свою школу, что не хотят вспоминать со своих одноклассников. Это, я думаю, что связано либо с тем, что они меняли школы, либо у них были плохие отношения. Часто дети учатся в школе с 1 класса по 11. Раньше учились не 11 классов, а 10, перескакивали 4, его не было, но потом
поменяли систему, и сейчас дети учатся с 1 класса по 11. По факту мы учились 10 лет, а не 11. Но уже где-то в районе 8 класса ты уже думаешь, боже, когда это закончится? Когда закончится эта школа? Ну, наконец-то этот 11 класс, и ты говоришь, пока все, университета, начинается свобода, где нет никаких контрольных работ, самостоятельных работ, проверок, экзаменов, всей этой истории, скажем так. Конечно, школа – это первая любовь, какие-то романтические отношения появляются, конечно. Кто-то начинает дружить или признаваться в чувствах. Это все было и есть, это нормально. Поэтому писали люди друг другу записочки, гуляли, встречались. Вот. Какие еще были у нас истории или традиции? У нас обязательно были выпускные. А выпускной – это значит праздник, когда какой-то этап проходит, например, выпускной после 4 класса, после 3 класса, когда вы говорите «до свидания» младшей школе, вы переходите в среднюю школу и в старшую школу. Если в разных странах средняя, старшая и младшая школа разделены, то в России школы это одна школа, есть просто крыло, блок, где учатся младшие школьники, и второй блок – основная школа, где учатся старшие классы и средняя школа. Средняя школа – это 5-й год обучения, да, с 5 по 9 – это средняя школа, где вы в 9 классе сдаете экзамены и решаете, я иду учиться дальше в школе, в 11 и в 10 класс, или я говорю до свидания, иду в колледж, в техникум или просто на свободу. Сдаются экзамены в 3 классе, сейчас в 4, переходной тест, настоящие экзамены в 9 и в 11 классе. Раньше это были билеты, вопросы, сейчас это ЕГЭ, тесты. Они анонимные, соответственно, получается, что учителя не знают, что они проверяют. Проверяют эти экзамены другие учителя из другой школы. Раньше, я думаю, что было легче сдать экзамен, не было никаких тестов. Мы сдавали, и нас учителя знали, соответственно, оценки были хорошие, не было плохих оценок. Конечно, каждая школа хотела дать какой-то бонус, помочь своему ученику, своим ученикам, чтобы они хорошо сдали экзамен. Но раньше по результатам выпускных экзаменов ты не мог поступить в университет. Если только у тебя золотая медаль или серебряная медаль, тогда это было бонусом, чтобы поступить в университет. Поэтому мы сдавали экзамены в школе, а потом мы сдавали экзамены в университет. Сейчас поступление в университет происходит по результатам тестирования в школе. Вы получили 100 баллов, вы выбираете, в какой университет вы поступили. Вы получили плохие баллы, по сумме вы выбираете университет, куда вы можете поступить. Конечно, я лично рада, что я не сдавала тестирование, но я выросла в системе, где не было тестирования, поэтому для меня было нормой те правила. Я думаю, что сейчас выпускники, школьники, они тренируются сдавать ЕГЭ, тесты, и для них это уже стало нормой. Вот. Про выпускные мы говорили как раз, выпускные экзамены, и самый главный, конечно же, праздник у нас – это выпускной в 9 классе, где есть вечер, праздник, ездят в ресторан, отмечают, наряжаются, фотографируются, есть школьные альбомы обязательно. В 11 классе школьники пишут пожелания своим друзьям, что они им желают в будущем. И, конечно, очень интересно читать через 10 лет, что тебе пожелали твои выпускники. Обычно школьники живут в одном районе, можно встретить, если они никуда не уехали,
Ты видишь своих одноклассников иногда в магазине, на улице, через 20 лет они уже имеют там мужей, детей и жен, а ты их вспоминаешь еще теми Ленками, Таньками, Светками, Сашками. Это очень, конечно, приятно. Вот, вспоминать, как это было. Выпускной самый главный в 11 классе. Сейчас это праздник называется, например, в Санкт-Петербурге «Алые паруса», когда по Неве плывет красивый корабль с алыми парусами. В мое время мы ездили на экскурсию ночную, мы гуляли всю ночь и смотрели, как разводят мосты над Невой. Это был самый главный праздник, после которого мы получали аттестаты, прощались со школой и а, готовились к экзаменам в университет. Иногда еще мы обязательно возвращались в школу на первом курсе, здоровались со своими друзьями, с учителями, рассказывали, где мы учимся, как мы учимся. И иногда я даже встречаю своих учителей на улице, здороваюсь, и они даже помнят, как нас зовут. Это очень и очень приятный. И хотя 11 лет в школе – это такой долгий-долгий период, мне кажется, это детство. Если у вас были замечательные учителя, которые вас поддерживали, а не страшный ужас какой-то там был, то воспоминания о школе остаются самыми теплыми. Все, конечно же, зависит от класса, где вы учились, от друзей, которые у вас были, от учителей, от атмосферы школы. Все это видно на дистанции через много лет. Мне кажется, самое важное – это сохранять какие-то эм, на память себе элементы школы, например, дневник, тетрадки, записки школьные, видео, музыку, которую вы слушали. А, Конечно, это лучшее время для ребенка, потому что мы там учимся быть взрослыми, это социализация. Конечно, есть и негативные истории, например, какие-то эпичные провалы, а, например, несдача экзаменов или какие-то конфликты, какие-то контрольные. Но есть веселые, как мы наряжались, как мы, не знаю, сбегали с уроков, прогуливали уроки, делали шпаргалки, делали представления, концерты или дружили, или наоборот не дружили с кем-то, ходили в кружки, в секции, побеждали на каких-то олимпиадах, в конкурсах. Столько всего было, что это прям коллекция воспоминаний. Я думаю, что я уже много рассказала вам в этом подкасте о школе. Я вам желаю 1 сентября провести со своими школьниками, со своими детьми, с друзьями, поздравить всех тех, кто идет в школу, отметить этот день. Если вы уже не учитесь в школе, скорее всего, вспомнить, какой у вас был любимый предмет, какой у вас был любимый учитель. Как видите, у меня очень хорошие воспоминания и настроение о школе, но это сейчас, потому что уже прошло много лет, и я вспоминаю хорошие моменты. Хотя, конечно, конфликты или какие-то сложные моменты были, но в течение 10 лет, конечно, все бывает, но это не глобально, это не изменило там жизнь и не сделало ее хуже, нет, было все супер. Пишите в комментариях, какой ваш любимый учитель, какой ваш любимый преподаватель был в школе. Все, до встречи, пока.